ОБСЕ, как многосторонняя структура, в числе прочего, занимается и вопросами доступа к информации и свободы выражения мнений. Этим занимается специализированная структура под названием Офис представителя по свободе средств массовой информации. К сожалению, на наш взгляд, в течение уже длительного периода времени эта структура не реализует свой мандат, исходит из политически ангажированных позиций, практически покрывает происходящее сейчас с доступом к информации как на пространстве Европы, так и на Украине. В частности, есть фактически драматический сюжет, связанный с трансформацией информационного пространства в Европейском Союзе в сторону установления прямой информационной цензуры, фактически военного образца. Впервые за десятилетие существования Европейского Союза, с момента, по сути, создания этого интеграционного объединения, Европейский Союз приступил к цензуре информации даже не по специфике самого информационного контента, но по источнику, который эту информацию генерирует. Автоматически все российские средства массовой информации относятся к дезинформации, что само по себе является вопиющим нарушением фундаментальных принципов свободы выражения мнений и доступа к информации. К сожалению, Офис представителя по вопросам свободы средств массовой информации ОБСЕ по сути попустительствует такого рода вещам, отказываясь категорически от каких-либо комментариев на этот счет. То же касается и эволюции, если так можно выразиться, законодательства нынешнего киевского режима в информационной сфере, где, как всем хорошо известно, в том числе и нашим западным коллегам, доступа к информации в равной степени нет. Установлена информационная диктатура. И ни разу за последние годы мы не услышали ни одного публичного слова критики со стороны ОБСЕ в этой связи. К сожалению, в этом формате взаимодействовать с этой структурой с нашей стороны попросту невозможно. Поэтому эта структура получит новых руководителей уже в этом году. На Венской площадке ОБСЕ в рамках регулярных заседаний Постоянного совета этой организации украинская тематика звучит, разумеется, в первую очередь. Наши западные контрагенты транслируют бескомпромиссно своих позиций на текущий момент. Исходит из того, что, как они это называют, мирное регулирование допустимо и возможно только с опорой на так называемую формулу мира Зеленского, что для нас является не более чем политическая фикция, призванная оправдывать любые действия киевского режима. И, скажем так, идти далее по пути военной конфронтации. Мы со своей стороны последовательно доносим наши подходы, которые состоят в очень простых вещах. Любого рода урегулирование на перспективу возможно только при безусловном учете интересов Российской Федерации в контексте учета ситуации на земле. Это раз. И два. Продолжение оказания военной помощи Киеву приведет только к увеличению, бессмысленному увеличению человеческих жертв. Чего бы, конечно, не хотелось. Но, к сожалению, наши западные партнеры исходят пока еще, судя по всему, из возможности оказания критического давления на Российскую Федерацию через изменение стратегической ситуации на земле. Чему не бывать.